Петуния, в принципе, очень выносливое, неприхотливое и легкое выращивание растения. Да-да, именно легкое выращивание. И меня в этом никто не переубедит. Самый сложный и опасный период, когда мы можем потерять петунию, это время от посева до первых 2-4 настоящих листочков. Если петуния дожила уже до этого времени и имеет здоровый вид, то будьте уверены, что в дальнейшем с ней проблем не будет. Итак, сосредоточимся на ошибках при посеве петунии и уходе за ее всходами. Ошибка номер 1 – это некачественные семена. Но подумайте, доля материальных затрат на семена ничтожно мала относительно затрат на грунт, тару, освещение, стеллажи, теплички, удобрения, время, потраченное на ее выращивание. Поэтому глупо экономить на семенах. Случайно купленные семена могут, во-первых, не соответствовать заявленному сорту, во-вторых, быть банально просроченными, а в-третьих, их могли хранить в ненадлежащих условиях. Проверить все это мы никак не можем. Качественные семена можно легко приобрести в магазинах, которые торгуют именно профессиональными семенами. Таких магазинов много. Если вы пороетесь на просторах интернета, то с легкостью найдете такие магазины. Вывод. Покупаем семена у проверенных поставщиков, никаких рынков и сомнительных цветных пакетиков. Ошибка номер 2. Слишком толстый слой грунта, в который высевают семена. На первом этапе выращивания до пикировки петунии не нужно много грунта. Достаточно слоя где-то 3, максимум 4 сантиметра. Излишний объем почвы задерживает больше воды, чем маленький росточек может потребить. И, соответственно, повышенная влажность провоцирует грибковое заболевание и создает комфортные условия для размножения всеми ненавистного грибного комарика. Итак, вывод. Толщина слоя субстрата при посеве петунии должна быть не больше 4 см. Третья ошибка. Самодельный субстрат для высева семян. Так как слой грунта под высев петунии небольшой, мы ничего не экономим, используя землю с грядки или компостной кучи, которая может быть заражена патогенами различными, содержать вредителей, иметь чрезмерную питательность, из-за которой молодые корешки могут сгореть, а всходы рвануться в рост и полечь от избытка азота. Давайте оставим биогумус на потом, когда будем пересаживать подросшую петунию в горшки. Вот там биогумус очень даже и азот пригодится. Для хорошего роста петунии также нужен грунт со слабокислой реакцией, то есть 5,5, 6,5. Но даже покупные грунты редко соответствуют заявленной кислотности. Ну а что уже говорить про тот грунт, который мы смастерим сами. И который в 90% будет более щелочной, то есть выше показателя 7,0. И всходы при этом, если и появятся, то плохо будут развиваться, останавливаться в росте или погибать. Итак, вывод. Для высева семян берем только покупной, обеззараженный субстрат с кислотностью 5,5, 6,5, желательно известных производителей. Четвертая ошибка. Это заглубление семян или присыпка их грунтом. Семенам петунии для прорастания нужен свет. Семена очень мелкие и легко закатываются в трещинки и углубления на поверхности грунта. Чем мельче фракция грунта, тем меньше шансов того, что семечко куда-то провалится безвозвратно и не сможет взойти. Вывод. Не присыпаем семена ни при каких условиях. Ошибка номер 5. Это полив семян и всходов из лейки, бутылки или даже клизмы. Семена петунии настолько мелкие, что, поливая их таким способом, можно легко заглубить семена под грунт или размыть почву под молоденькими, не укоренившимися еще всходами. Итак, вывод. Увлажняем грунт только из опрыскивателя. И чем мельче капли он нам выдает, генерирует, тем лучше. Ошибка номер 6. Это отсутствие подсветки.
На этапе всходов свет для петунии имеет большее значение, чем температура. Лампа в 6000 кельвинов, это, чтоб так на глаз, это как в операционной, синий такой свет, неприятный. И 3000 люминов, подвешенная на 20 сантиметров от грунта, надежно защитит всходы от вытягивания, сделает их более зелеными, коренастыми, обеспечит их интенсивный рост. Итак, вывод. Перед покупкой семян сначала покупаем лампу. Размер и форму лампы выбираем индивидуально, в зависимости от площади планируемых посевов. Потому что у одного человека это занимает там 50 квадратных метров, а у другого 30 сантиметров квадратных. То есть одна такая какая-то чеплашечка. Если я упустила какой-то важный аспект, в который нужно учесть при посеве семян и уходе за всходами, пожалуйста, не поленитесь, напишите в комментариях. Так мы совместно сможем собрать копилку знаний о безошибочном выращивании петунии. Итак, ошибка номер 7. Это высокая температура и постоянная влажность грунта. Петуния настолько засухоустойчивое растение, что она с легкостью переносит длительные даже периоды засухи. Верхний слой на всех этапах выращивания петунии должен быть сухим. Ну, кроме довсходового короткого периода, когда влажность должна стремиться к 100%, и которую мы обеспечиваем благодаря сооружению таких импровизированных тепличек. Как только начинает появляться первый настоящий листочек, грунт под всходами должен иметь кратковременные периоды просыхания для лучшей аэрации корней и предотвращения грибковых заболеваний. Температура выше 17 градусов на этапе всходов будет стимулировать однозначно вытягивание сеянцев. Итак, выводы. Если всходы под пленкой, то мы не поливаем их вообще до первых настоящих листочков. Потом снимаем пленку или тепличку убираем и ждем, когда грунт хорошо просохнет. И только после этого проливаем всходы. Для снижения температуры мы банально открываем окна или ставим петунию в такое место, где поддерживается температура не выше 17 градусов, а это может быть просто подоконник. Петуния очень выносливое растение и очень благодарное. Потратив на нее совсем немного времени, она будет радовать нас пышными кустами и огромными цветами. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всего хорошего, до новых встреч!